Всем привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Сегодня я хочу показать, как я сделала медиум. Ну вот я показывала до этого видео, сейчас я попробую настроить свою камеру, чтобы вам правильно было видно. Я с этой техникой так и не сдружилась, в общем. Я показывала вам видео, где я делала вот такие заливки. Вот смотрите, видите? Вот на белом фоне вот так она смотрится. Вот видите, какие крупные ячейки, да? Вот, и вот такие вот сделала. И вот это на черном было фоне. Вот такие крупные ячейки, как 3D эффект. Вот, вам видно, да? Белое и черное, вот так смотрится. Вот. Видите, вот как 3D эффект. Если покрыть эпоксидкой, ну, мне очень понравилось, как это выглядит, поэтому я решила еще, значит, поэкспериментировать и заодно, думаю, покажу вам и сама запомню, как всегда. Видео записывается, наверное, больше, чтобы я запомнила, что я там делала. Вот. Вот такие красивые цвета. Смотрите, что я взяла. У меня... Давно, я уже тогда еще пользовалась, у меня есть на канале, значит, как делать вот этот медиум, да. Это у меня Wonderwall Life называется. Вот это Jotun. Вам, наверное, не будет видно, потому что камера сюда смотрит. Это Jotun Wonderwall, по-моему, Life. Ну, в общем, вот такая вот банка была зеленого цвета. Jotun. Здесь написано, это, значит... Без S называется, вот эта база S, без S, S-ка буква. Есть без A, B, C, вот это без C, да? Почему называется без C? Это без, она такая, знаете, она и не прозрачная, сейчас я вам покажу, и не, как бы, вот берешь вот такую краску, смешиваешь ее с любыми колерами, да, и получаешь это вот прям там вам сделают, если вы пойдете, скажете, базу S дайте мне. Ну, я пробую, вот на меня вот это работает. Вообще, если, конечно, найдется семиглосс, или не семиглосс, даже глосс надо. Называется глосс такая, чтобы она была не матовая, главное, чтобы не матовая была, и такая, чтобы прям это, как она называется, семиглосс, в общем. Я не знаю, как она называется. Не семиглосс, а глосс нужен. Вот если такого типа глосс найти, у нас в Бахрейне его нету. Поэтому я его найти не могу. Вот смотрите, она жидкая. Вот сейчас я вот так помешаю чуть-чуть. Немножко здесь попало там что-то, не знаю. Вот видите, вот такая вот. Вот сейчас я наберу вот сюда в стакан и покажу вам. Вот она густоватая и жидкая. Это уже 100 лет назад я брала вот эту краску. Я как бы пробовала, понравилось вроде что-то. Но вот сейчас я немножко стала делать по-другому. Я решила проэкспериментировать и сделала по-другому. Ну вот, смотрите, я набираю вот такой стаканчик. Они разные, да? Стаканы же у нас разные бывают. Ну вот сколько здесь будет грамм? Я не знаю, наверное... Грамм 200, может быть, ну, может 200, вот не грамм, а, ну да, грамм, скорее всего, вот 200 грамм. Я сейчас еще буду мерить и туда. Я сейчас вот этот стакан наберу и буду ложками мерить, и тогда вам скажу, сколько здесь. Вот я беру вот такой стакан один, да. Так, теперь я вам покажу, смотрите, она вот такая прозрачная. Она и не, вроде и не белая, да, вроде кажется белая, но она прозрачная. Вот когда смотришь, вот она такую прозрачность дает. И вот такая густая, видите? Вот такая краска. Нужна нам база S, без S называется, без C. Такая Wonderline. Ну, вы можете взять любую, наверное, просто чтобы она у вас была не матовая, а вот пусть будет она... Глосс. Глосс, как он переводится-то? Ну, такая блестящая, короче, краска, в общем. Не знаю, как уже на русском, я уже все забыла. Нужна вот такая краска глосс.
Вот такой стаканчик, смотрите, да? Вот у меня, значит, вот такой стаканчик. Сейчас я буду делать. Дальше, что нам нужно? Я беру вот такой вот полукрилик. Минвакс называется. Вот это Минвакс полукрилик. Но нужно, чтобы он был Clear Gloss. Чтобы был Clear Gloss. Ну, чтобы... я же говорю, уже что-то с русским у меня стало. Clear Gloss, в общем. Минивакс, акрилик, Clear Gloss. Это база S, это база C. Окей? И вот такой я взяла One Coat Polyurethane. Вот он называется One Coat Polyurethane Minwax. Тоже 3 к 1, по-моему, тут идет. Да, 3 in 1, faster. Вот такая One Coat Polyurethane. Я не знаю, как на русском. Это надо, наверное, в русских магазинах спрашивать. Может быть, в России это будет. Я сейчас не знаю, есть или нету. Но надеюсь, что вы сможете найти вот такие вот краски. Вот. Минивакс One Coat, полуретайн, полукрилик и база S. Вот мы берем эту базу S. Я вот даже сейчас не знаю, попробую. Значит, я буду мерить... Сколько здесь ложек, предположим. Вот сейчас я уберу вот эту вот ложку. Она мне здесь уже не нужна. Окей. Так. Эту ложку убираем. Берем вот такую ложку. Смотрите. Это 1 tablespoon 15 ml. 1 tablespoon, это 1 столовая ложка, получается 15 ml. Вот такая ложка у меня. Значит, смотрите, я сейчас могла бы и не мерить, я могу на глаз сделать, но я померю. Сколько ложек нам сюда надо? Вот так вот. Я набираю ложки. Смотрите. Раз. Два. 3, 4, 5. Я прям с горкой беру даже. 6, 7, 8, 9, ну вот 10 ложек. Возьмем так, что здесь 10 ложек. Вот, будем считать 10, потому что я брала с горкой ровно 10 вот таких столовых ложек получается. Вот вы можете взять это, продаются везде вот такие наборы. Вы можете это взять такой набор. Так, вот смотрите, я сейчас убираю это все. 10 у нас получилось ложек. Окей. Сейчас я это вытру. Так. Вот, да, убираю уже сюда все. Ten Spoon называется. Ten Spoon, вот такой вот база S. Без C. Ten Spoon. Все. Вот на эти 10 ложек я добавляю вот такой полуретайн. Видите, полуретайн, One Coat называется. Полуретайн, One Coat. Но вы можете взять любой, наверное, мне кажется, он подойдет любой. Вот, видите, он прям такой прозрачный тоже. Вот, я добавляю сюда на 10 ложек одну вот такую большую. Вот, одну ложку добавлю. Даже могу чуть больше добавить, ну вот можно. Ну давайте вот так, 2 ложки давайте добавим. 2 ложки, вот так вот, они не полные, но 2 ложки. Полуретайн.
Окей. Так, это закрывается. Теперь, что мы делаем теперь? Опять я хочу это убрать сюда. У меня собаки тут лежат. Со мной они никуда не отходят. Теперь я добавлю, вот смотрите, Минвакс, да, полуакрилик. Вот. У меня есть уже здесь, наверное, размешанный, я уже добавлю вот отсюда, чтобы не лазить, да? Вот он вот такой вот жидкий, видите? И именно нужно Clear Gloss, чтобы был прозрачный, как бы, ну, глосс, такой вот, как же по-русски-то, господи, я уже говорю, уже забыла. Глосс, не знаю, как переводится уже, надо мне русский опять заново учить, потому что с этими моими языками, то английский, то арабский, то еще какой-то, то армянский, в общем. Теперь вот сюда на 10 ложек 2 полуретайн, и я добавляю вот такой вот Clear Gloss. Значит, смотрите, может быть, я добавлю 4. Такие, они прям не сильно полные ложки. Но я добавлю 4 ложки. Вот. Вот это будет мой медиум, который я вам говорила. Вот. Это медиум. Вот у Кэтлин есть на ютубе канал Кэтлин. Она тоже делает вот такого типа, но у нее немножко там другой рецепт. Она добавляет туда вот на базу С, добавляет другой состав. У нее не такой. Вы можете посмотреть тоже. Кэтлин, что ли, ее. Так, в общем. У меня получилось вот так. Сейчас я это буду размешивать. Смотрите. Вот она немножко снизу густая, да? Вот я ее размешиваю. Прям хорошо надо размешать. Видите, она все равно густая. Вот этот состав отличается, не как у Шелли Арт. Вот этим, значит, медиумом мы получаем совсем другие ячейки. Это не как у Шелли. У Шелли тонкие. Вот сейчас я покажу вам ячейки. Наверное, или есть у меня, нету. Нет, нету здесь у меня по Шелли Арт. Скорее всего, нету. У нее ячейки тонкие, там прям тоненькие должны быть, да? Это, ну, как бы открывается тоже большие, но у нее больше тонких. А это прям большие получаются ячейки. Вот так, все. Мы размешиваем. Но у нас получается вот такая густая, видите? Если сейчас я буду размешивать краску, то она все равно будет густая. Ну, как бы тяжеловато будет вот такую прям густую размешивать, да? Сейчас я вам покажу, что я еще добавила, чтобы получить вот такие ячейки, которые я вам показала. Теперь берем краску. Давайте любую возьмем. Сейчас посмотрим. Давайте вот эту возьму. Так, ну и какую еще возьму? Сейчас у меня просто есть уже размешанные краски. Ну вот давайте вот такую светло-зеленую. Вот так, ПДУ, вот такую зеленую, которая такая она с блесками. Блеск у нее. Блестит она так. Окей. Вот я добавляю сюда чуть-чуть. Так. Вот я немножко добавила. Теперь мы берем я уже так и размешала, да? Может, я чуть-чуть этого добавлю. Сейчас посмотрим. Ну, чуть-чуть еще вот такого добавлю. Вот. Чтобы не сильно был такой блестящий. Такого же цвета, просто это другой немножко.
Окей. И вот я добавляю сюда вот этот медиум. Вот. Можно ложку. Там я это все делаю, конечно, уже на глаз. Вы можете мерить или как, не знаю. Так, вот я добавила. Сейчас я буду размешивать. Вот видите, краска размешивается хорошо. Вот. Но она густая. Даже если я буду добавлять вот этого медиума больше, все равно она густая. И вот я что нашла. Я попробовала, вернее, сделать. Я не стала сюда добавлять воду. Ну, и потому что, когда добавляешь воду, все равно состав немножко становится другим. Вот чтобы сделать немножко ее пожиже. Вот видите, она густая. Видите, как она тянется? Это густая краска. Я купила себе вот такую вот. Называется Fluid. Вот Fluid. Вот такая Liquidex Fluid. Видите? Fluid написано. Liquidex. Я вот, ну, их продают в этом в магазинах для художников. Вот я беру. Вот то, что она густая. Видите, ее трудно будет так заливать. Я добавила, вот эту можно немножко разбавить с водой, а можно и прям вот так. Вот я немножко добавляю сюда несколько капель и начинаю смешивать, чтобы вот не испортить состав краски. Лучше вот, конечно, использовать вот это. Вот можно добавить воды, но лучше всего вот это. И мне кажется, вот от него я и получила вот эти ячейки. Я так думаю. Не знаю, может быть, это состав вот то, что сейчас я сделала, этот медиум. А может быть, вот это вот дает такой вот результат. Видите, она стала жиже. Но нам сильно жидкая не нужна, поэтому будем делать вот несколько опять капель я добавила. Опять смешиваю. Так, сейчас я вот размешаю краски все. Вот примерно я вам показала, да? Сейчас я размешаю несколько красок, цветов, и тогда начну делать заливку. Вот смотрите, видите, она уже стала вот такой. Вот жидкая. Но она не совсем жидкая, она, видите, вот прям вот такая вот. Но уже это достаточно, как бы. Но я вот думаю, надо просто заранее краски разбавлять, потому что, видите, они пузырятся. Вот она немножко должна постоять, тогда уже будет это правильно. Сейчас я несколько еще размешаю. У меня здесь есть размешано, но я еще размешаю. И уже я вам покажу, как получается вот это вот. Вот этот состав какой. Видите, вот так вот должно быть. И не густая, и не жидкая. Вот еще раз. Так, вот, он у нас готовый. Вот такая Liquidex Fluid написано. Вот, прям совсем несколько капелечек. Если, ну, там написано было, что можно чуть-чуть водички добавлять, да, но я не стала добавлять, я просто делаю так. Так, ну вот сейчас я это все размешаю, еще несколько цветов размешаю, и тогда уже я вас подключу, хорошо? Так, ну вот, я краски свои размешала. У меня еще были размешаны. Еще размешала несколько красок. Вот это вот то, что мы с вами размешивали. Вот я здесь синий размешала, пигмент немножко. Вот он. Вот такой вот. Так, в общем, сейчас буду показывать. У меня есть вот такие холсты, когда-то я их делала, да, они, ну, хорошие, но уже, ну, как бы, они так у меня остались, не продала, и так и стоят. Чтобы вот не оставлять просто холсты, буду делать сейчас на них как раз-таки вот эти вот пробные экспериментальные заливки, да. Потому что, ну, вы знаете, что холст можно заливать несколько раз.
Так, это у меня тоже Jotun, белая краска, Jotun, она правильно называется, я не знаю. X-Shell называется. Jotun X-Shell. Окей. Сейчас я попробую здесь что-то сделать. Значит, вот мы заливаем вот так вот белую краску. Все то же самое, как на шеле. Так. Сейчас я уберу ее. Чтобы она не высохла, я ее прямо вот так закрываю. И крышку. Вот так вот. Немножко разолью. Не разливаю до конца, а вот так вот. Окей? Дальше. Значит, берем палочки и начинаем делать эксперименты. Так, сначала добавляю вот такой пигмент. Вот видите, он такой жидкий пигмент такой. Это голубой цвет. Вот он более жиже, чем у меня Shelly Art. То, что я там размешивала, он получился немножко жидкий. Флюид вот этот я размешала и получила вот такой жидкий. Ну, он не такой сильно жидкий, но и не густой, в общем. Дальше. Давайте добавим вот такой зеленый, светлый, который размешали. Вот он немножко гуще, чем тот пигмент. Так. Не знаю, пока пусть стоит здесь. Окей. Теперь я добавлю золотой. Такой цвет золотой у меня есть. Он тоже, видите, вот такой же жидкий. Не сильно густой и не сильно жидкий. Вот, ну, как объяснить, я не знаю даже. Так. Это у нас золотой, зеленый. Дальше. Желтенький. Сейчас я посмотрю. Добавлю какой-нибудь красный. Так, фиолетовый не нужен. Сейчас я посмотрю, какие еще есть. Я все позакрывала. Сейчас пооткрываю все. Вот у меня такой есть здесь красный. Добавляю вот такой вот красный. Он тоже, видите, вот такой же жидкий. Так. Добавлю вот такой темно-синий, прям чуть-чуть. Темно-синий. Теперь у меня есть вот такой зеленый.
такой вот цвет зеленый. Я хочу добавить сюда прям зеленый. Так. И, наверное, все, может быть. Не знаю, розовый добавить или нет. Но что-то мне не очень его хочется добавлять. Ладно, добавлю вот такой еще золотой пока. Прям вот так вот буду добавлять. Вот. Побольше прям золотого. Я люблю этот цвет золотой. И вот уже сверху сделаю вот такой розовый. Все, достаточно, я думаю. Так, теперь я беру активатор. У меня вот такой белый активатор по Shelly Art. Здесь у нас титаниум white, титаниум белый, флорид ролл. И добавила несколько капель этого масла, это, не помню уже, короче, несколько капель Woodstein называется. Вот так. Вот, и размешала и получила вот такой активатор. Вот смотрите, теперь я это, может быть, не буду делать, а вот возьму и прям большой сделаю. Вот такой буду делать. Может, большой, да? Давайте большой, ладно. Вот, я делаю белый активатор. Окей. Я добавлю сюда золотой немножко активатор, хотя могу и не добавить. Я могу добавить только белый. Вот белый и черный. Вот такой черный активатор. Можно добавить и белый, по идее. Вот так. Немножко черного. Ну, давайте немножко золотого. Ладно, вот так. Это все активатор. Вот. Так, теперь мы берем. Вот я думаю теперь, как проходимся. Давайте вот так. Вот так вот я провела. Вот видите, ячейки пошли. Так, смотрите, какие ячейки пошли. Видите, какие крупные ячейки здесь. Теперь я возьму. Какая красота получается, видите, да? Чуть-чуть сейчас я немножко сюда протяну. Немножко сюда. Так. Теперь я делаю вот такие вот цветочки прям.
Такие цветочки будем проводить. Все. Так, теперь я убираю все это, потому что сейчас я, может, буду крутить, и она мне уже будет мешать тут. Сейчас сольем. Значит, почему я ставлю вот эту? Чтобы краски много туда не наливалось, поэтому. Так, давайте сначала в одну сторону. Окей. Дальше пошли. В другую сторону. Так. Опять в середину. Видите, какие ячейки получаются. Здесь совсем другие ячейки. Совсем. Они вообще получились не как у Шелли Арт. Видите? Потому что здесь состав совсем другой. Так. А теперь мы переходим в эту сторону. И начинаем протяжку сюда. Посмотрите, какая получилась красота. Вау. Смотрите, какая прелесть. Все. Теперь я это убираю. Я ставлю это сюда. Так. Посмотрите, какая красота. Ячейки, видите, какие большие. Совсем другой состав. Совсем абсолютно другие ячейки. Вот. Именно база вот это Си, база Си, плюс вот этот полиуретан и полукрилик. Вот дают вот такие ячейки, видите? Большие, огромные. Я думаю, даже можно немножко. Немножко можно вот убрать вот эти вот пузыречки. Хотя на шее мы это не убираем. Здесь вот я убираю. И посмотрите, какая красота. Посмотрите. Вот такая вот прелесть получилась. Все, я вам показала рецепт. Вот, получаются вот такие работы. Очень интересные. Вот, видите? Вот такие работы получаются. Так что пробуйте, экспериментируйте. Вот, надеюсь, вам понравится это. Если, конечно, найдете. Я знаю, что сложно находить. Я еще чуть-чуть покручу. Я знаю, что сложно находить, особенно сейчас, вот эти всякие мини-ваксы. У вас это сейчас не продают, я знаю. Но не знаю. В общем, можно, может быть, где-то еще остались, а может кто-то достанет, у кого-то может есть. Пробуйте, экспериментируйте. И надеюсь, что у вас вот будет получаться вот такая же красота. Мне нравится. Вот. Все, всем пока-пока. Сегодня очень много записала. Может быть, разделить видео, не знаю. А может, я так и оставлю. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Вот, подписывайтесь на канал. С вами была Диана. Всех благ и всего самого наилучшего. Пока-пока.